Друзья, всем привет! Германия в настоящее время не пропускает к себе на федеральную территорию украинцев-халявщиков. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, вы будете разбираться, в чем же суть этого вопроса. И сразу хочу обратиться к тем, кто сейчас начнет мне писать в комментариях, что мол, там адвокат, значит, употребляет ругательное слово халява и так далее. Друзья, посмотрите вначале Википедию, там посмотрите в словарях. Халява — это, конечно, не литературное слово, но это не ругательное слово. Это разговорное слово в русском языке, широко применимое. Итак, на всей сухопутной территории границы Германии сейчас введен пограничный контроль еще с 16 сентября 2024 года. Сотрудники федеральной полиции Германии, которые выполняют в последнее время функции пограничников, они очень часто стали отказывать в пересечении немецкой границы гражданам Украины, которые желают въехать на территорию Германии с целью получения временной защиты на территории Германии. То есть тут речь идет в первую очередь о безработных гражданах Украины, которые имели временную защиту в других странах Европейского Союза, получали там социальную помощь, и когда эти страны начали урезать эту социальную помощь, меньше выплачивать, то есть им стало не хватать, то есть они должны пойти на работу, но на работу они устраиваться не хотят, они решили сменить страну свою, да, на Германию, и в Германии хотят получить временную защиту. Для чего? С одной целью, я так думаю, чтобы получать пособие от немецкого государства. Но это в большинстве случаев. Почему? Потому что если человек в Польше работает или в Чехии, то он не будет менять страну. Зачем ему менять на Германию, если он в Польше зарабатывает, сам себя обеспечивает и так далее. Ну, понятно же, есть какой-то процент, которые едут в Германию, возможно, да, для того, чтобы получать в Германии больше заработную плату. Но и расходы в Германии больше. Поэтому, если сравнить Польшу и Германию, то для рабочего человека, если он работает уже в Германии, на территории Польши, то ему нет смысла менять работу в Германии. Понимаете? То есть на работу в Германии. Потому что плюс-минус выходит одно и то же. Вот и все. А безработный, который не получает теперь социальную помощь в Польше, конечно, ему выгодно ехать в Германию и получать социальную помощь в Германии, потому что она там больше. В Польше он ничего не получает, а в Германии он получает. Как раз таки об этой категории идет речь. И немецкие власти, конечно же, это все прекрасно понимают. Да? И таких вот халявщиков они не хотят пропускать к себе на территорию. Халявщики не нужны. Об этом четко разъяснила МВД Германии. Чтобы оптимально использовать имеющиеся в Германии ограниченные возможности приема беженцев и соискателей убежища, граждане Украины, которые уже получили защиту в других государствах, членах Европейского Союза и намерены переехать жить в Германию, могут быть не пропущены через немецкую границу, поясняет пресс-служба немецкого Министерства внутренних дел. И немецкая полиция таких вот халявщиков, да, считает нелегальными мигрантами. Если украинец, гражданин Украины, имеет вид на жительство в другой стране Европейского Союза и хочет официально переехать по работе, например, в Германию жить, то нет никаких проблем. Есть определенная процедура. Он должен официально там обратиться, получить или визу рабочую, или получить вид на жительство уже в Германии на основании там работы и так далее. То есть есть процедура, пожалуйста, идите по этой процедуре, получайте все разрешающие документы и спокойно там с семьей переезжайте. Но не так. Там отказались от защиты, а зачастую многие и не отказываются, едут в Германию и пытаются оформить защиту временную на территории Германии. Получают отказы. Теперь вы меня спросите, подожди, а ведь законом разрешено, этой директивой разрешено, если, например, человек имеет временную защиту в Польше, он имеет, например, право как турист приехать, например, в Германию и в Германии посмотреть какую-то там достопримечательность, там пожить в Германии 10-15 дней и спокойно себе вернуться. Как полицейский в этом случае будет принимать, решение, как он узнает, человек едет с целью туризма или с целью, например, подать на временную защиту в Германии, если он, например, имеет временную защиту на территории Польши, к примеру. Въезжающий в страну обязан
предоставить доказательства, свидетельствующие о цели и сроках предполагаемого пребывания в Германии. Если же человек лукавит и только притворяется туристом, и у немецкого полицейского есть убедительные подозрения на этот счет, то указали в МВД, такому человеку также может быть отказано во въезде на территорию ФРГ. Вы поняли? То есть конкретно принимает решение тот полицейский в том определенном месте, в то время, где он остановил, например, автомобиль, и в этом автомобиле едет гражданин Украины, который имеет временную защиту в Польше, и полицейский у него спрашивает, да, с какой целью пытаетесь в Германию въехать и так далее. И вот если полицейскому что-то не понравится, он имеет полное право его завернуть и так далее. Ну понятно, что у этого гражданина Украины есть возможность проехать там 50 километров и по другой дороге попытаться опять же попасть на территорию ФРГ. И может быть там полицейский, значит, его пропустит. Не исключен вариант. Но это такое. Теперь смотрите. Статистика. В ответе правительства ФРГ на парламентский запрос депутатской группы левой партии указывается, что в период с июля по декабрь 2024 года почти 20% остановленных на немецких границах нелегальных мигрантов были гражданами Украины. Они на втором месте после сирийцев, которых не пустили в Германию. Вы поняли? То есть это огромное количество граждан Украины, которые имеют временную защиту в других странах Европейского Союза, я бы сказал, массово теперь пытаются попасть на территорию Германии, чтобы получить временную защиту на территории Германии. Это вот об этом говорит МВД Германии. Конечно же, те, кто вот входит в этот процент, 20% граждан Украины, они, конечно же, не понимают, и они, скорее всего, не читали и не ознакомливались с положениями закона. А я снимал где-то, наверное, месяцев 7 назад видео, в котором рассказывал четко и давал ссылочки на законы, что нужно для того, чтобы поменять временную защиту, например, которую человек получил изначально в Польше, на временную защиту в Германии. Потому что есть целая процедура, как это сделать официально и законно. То есть человек, в двух словах объясню, человек должен обратиться в миграционные власти той страны, которая ему выдала временную защиту, в данном случае, к примеру, это Польша, объяснить уважительные причины, почему он хочет Польшу поменять на Германию и в Германии продолжить временную защиту. Это должны быть уважительные причины. Причина о том, что мне Польша перестала платить денежное пособие, теперь я хочу приехать в Германию и получать денежное пособие в Германии, так не работает. Это неуважительная причина. Вот он обращается, указывает свои уважительные причины, официально обращается, пишет заявление, миграционные службы, значит, Польши, там где он стоит на учете, да, как временно перемещенное лицо, гражданин Украины. Польские миграционные власти связываются с Германией, передают его заявление и прошение немецким властям. Немецкие власти рассматривают и принимают решение. Ага, сочли уважительные причины, значит, такими, которые должны быть удовлетворены. Пожалуйста, они ему назначают конкретно дату, время, указывают адрес, куда он должен приехать в назначенное время, какие у него должны быть документы. То есть целое письмо на его имя готовят, если ему разрешено. И передают это письмо миграционным властям Польши, и Польша ему отдает уже это письмо. Он на основании этого письма, разрешения немецких властей в Польше, закрывает временную защиту и в назначенное время приезжает по этому письму, с этим письмом, с документами своими в Германию. И Германия его оформляет уже по своей процедуре. Вот так это происходит. А не так, что имеет временную защиту, отказался и поехал в Германию. Пытается попасть в Германию и там попросить временную защиту. Сейчас 99% отказы идут. То есть, пожалуйста, есть процедура законная, соблюдайте ее. Вы получили, потому что, мне, например, тоже сложно понимать, почему человек находился под временной защитой в Польше, прожил 3 года в Польше, и теперь он через 3 года решил поменять временную защиту в Германию. Какая разница ему, по сути, да, если он реально, как, 99%
там 100% говорят, что бежали от войны. Какая разница ему, где он получил временную защиту? На территории Польши тоже бомбы не летают. Понимаете? То есть убежали от бомб, там, убежали от войны. Пожалуйста, все, ты попал в тихое место, свободно, ну, как бы никто тебя не убивает, ничего твоей жизни и здоровью не угрожает. 3 года ты пожил, по какой причине ты теперь меняешь временную защиту на Германию? Немецкие власти этого просто не понимают. Понимаете? То есть есть официальная процедура, укажи уважительные причины, их рассмотрят, если они действительно уважительные, их удовлетворят, спокойно себе поедешь. Вот так. Но 99,9 этого не делают. Поэтому получают в настоящее время отказы. И такая ситуация не только с теми гражданами Украины, которые находятся в Европейском Союзе, в других странах под временной защитой. Такая ситуация происходит и с гражданами Украины, которые в Америке уже, в Канаде. Много из них назад возвращается. Почему? Потому что прекрасно понимают, что в Штатах, например, уже я знаю точно, что нельзя, то есть это не миграционные визы, то есть нельзя остаться жить, даже после окончания войны, когда это все закончится, понимаете? Даже там, если уже есть такие, которые бизнес открыли, даже по бизнесу в Штатах нельзя остаться. Тебе никто не даст грин-карту. Понимаете? И люди понимают, что проживут в Штатах и все равно в любом случае придется возвращаться. И поэтому очень много сейчас из Штатов возвращается в страны Европы и пытаются получить временную защиту. Но немцы все это прекрасно знают и поэтому выносят отказы. Вот такая ситуация. Опять же, друзья, повторюсь, это касается не всех граждан Украины. Адекватные украинцы меня понимают. Да, неадекватные сейчас будут отписываться, и пусть отписываются. У меня канал для адекватных людей. Поэтому вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите свое мнение в комментариях. Правильно ли Германия так делает? Или все-таки надо всех принимать и всем давать временную защиту?